Добрый день, уважаемые зрители и подписчики канала. Неумолимо приближается осень, а это значит, приближается время высадки саженцев у нас на наших участках. Сразу хочу сказать, я снимал видео о том, с какими факторами вы можете столкнуться при выборе саженцев, в какое время лучше высаживать саженцы в зависимости от региона, как я считаю. Ну и самое главное, я снимал видео о том, как правильно сажать саженцы. Напомню сразу, что все ссылки будут в описании к этому видео. Переходите, смотрите, чтобы не повторяться и чтобы не отвечать на одни и те же вопросы. Ну, а сегодня я бы хотел поговорить о том, как правильно готовить посадочную яму. Слово «правильно», наверное, оно неправильное, потому что я буду рассказывать о своем опыте. Ну, давайте начнем с того, что у вас фактически есть два варианта саженцев. Первый вариант – это саженцы контейнерные. К сожалению, у меня нет контейнерного саженца плодового растения, но зато есть, вот, например, декоративная трава. Суть от этого не меняется. И хотя принято говорить о том, что контейнерные саженцы можно высаживать сразу, непосредственно в открытый грунт в течение всего сезона, ну, за исключением морозных периодов. И я об этом неоднократно говорил, но не совсем все так, не все так просто. Часто такие саженцы очень плохо приживаются. Почему? Вот давайте достанем и посмотрим. Обратите внимание, во что он посажен. Производители контейнерных культур блюдут свои интересы. Он посажен в легкую очень смесь. Это, ну, назовем условно, торф, обогащенный минеральными какими-то удобрениями. Так выращивать удобней в контейнерах. Такие саженцы, когда стоят на контейнерной площадке, их поливают каждый день. Попав сразу непосредственно в открытый грунт, если вы его сразу без подготовки высадите, вполне возможно, что корневая система будет с трудом развиваться в вашем грунте. Особенно если у вас плотный какой-то, если он у вас сухой. Не захотят они туда расти, корни. Поэтому, если вы покупаете саженец плодового дерева в контейнере, а такое бывает, в садовых центрах такие саженцы предлагают, желательно их к посадке в открытый грунт как-то заблаговременно приготовить. Есть два варианта. Вы можете очень качественно подготовить посадочную яму, чтобы там действительно тоже была рыхлая и плодородная смесь, чтобы саженец, корни, вернее, его могли беспрепятственно распространяться и нормально, хорошо развиваться. Либо второй вариант, я об этом когда-то тоже говорил, взять контейнер большего размера, досыпать туда земли со своего участка и временно посадить в этот больший контейнер, для того, чтобы корни саженца постепенно привыкали вот к этой вашей земле на вашем участке, и чтобы эта земля проникала вот внутрь вот этого вот торфяного земляного кома. Ну вот, это такой контейнерный вариант. Скорее всего, вы будете покупать саженцы плодовых деревьев с открытой корневой системой. Ну, на сегодняшний день существует как бы два таких течения среди садоводов. Одна часть садоводов приверженцы такой традиционной классической схемы, когда посадочная яма копается большая и наполняется смесью почвы, которую оттуда вытащили, какого-то органического субстрата, ну скажем, перепревшего навоза и большого количества минеральных удобрений. Сейчас появилось новое течение, которое говорит о том, что не нужно садовую вот эту посадочную яму наполнять чем-то питательным. Нужно наполнять ее той землей, которую оттуда вытащили. Пускай даже самая бедная. Они говорят о том, что саженец с первых дней жизни должен привыкать к той почве, в которой, собственно говоря, и предстоит ему расти всю жизнь. Ну, у меня на этот счет как бы промежуточное такое мнение. И сегодня я буду вам показывать и рассказывать о том, как я сажаю плодовые деревья. Это мой опыт. Ну, правильный он, неправильный, но тем не менее я делаю именно так. Пойдемте, собственно говоря, к посадочным ямам. Я их выкопал уже. Итак, я выкопал большую посадочную яму, и не одну. В диаметре она примерно сантиметров 80 и в глубину где-то 60 сантиметров. Имейте в виду, чем беднее у вас почва, чем она хуже, тем яму надо копать больше. Напомню для тех, кто не смотрел мои видео, зачем нам заранее делать посадочную яму. Дело в том, что если вы копаете большую посадочную яму, заполняете ее вот этим субстратом, про который я буду рассказывать, и сразу сажаете в нее саженец, естественно, земля будет оседать. Естественно, это повлечет за собой то, что саженец начнет искривляться, но это еще не самое страшное. Самое страшное, что его корневая шейка начнет заглубляться, его будет засасывать туда. Это недопустимо. Поэтому, если вы собираетесь высаживать саженцы весной, например, то яму готовят заранее осенью. Если же вы собираетесь, как я сегодня, сажать саженцы осенью, то такую яму нужно готовить хотя бы за месяц, а лучше за 2-3 до посадки. Вот сейчас конец августа, примерно в октябре я буду сажать саженцы. Итак,
Яму я выкопал. Что мы делаем дальше? А дальше я рассуждаю примерно следующим образом. Первый год, когда мы сажаем саженец, у него, как правило, очень мало корней. Тоже производитель свои интересы блюдет. Он их, естественно, корни эти обрубает при выкопке, а потом еще и подрезает, для того, чтобы пересылать саженцы было проще. Так вот, такой саженец, не имея корней, в принципе, в какой-то питательной среде действительно абсолютно не нуждается. Ему самая главная задача – нарастить эти самые корни. Поэтому при посадке вот эту непосредственно часть, примыкающую к корням, я буду засыпать вот этой бедной своей почвой, которую я вытащил из этой самой ямы. Причем не принципиально из нижнего слоя ямы, из верхнего. Я повторюсь, ему питание пока не нужно. Ему главное поливы, частые и своевременные. А вот дальше, примерно к концу первого года, он, когда нарастит уже какие-то корешки, вот тогда ему понадобится питание для того, чтобы он мог наращивать крону, опять же для того, чтобы наращивал корни. Поэтому нижний слой ямы я сделаю как раз таки плодородным. Что я туда внесу? Я внесу туда, вот я заготовил перепревший навоз, которому уже несколько лет. В нем очень мало питательных веществ, но зато это органика. Как известно, минеральные удобрения очень хорошо работают в комплексе с органикой. Ну, и обогащу вот эту самую органику, этот перепревший навоз, минеральными удобрениями. Вот. Почему нельзя вносить свежий навоз, как многие делают? Да дело в том, что свежий навоз, попадая на дно вот такой большой глубокой ямы, фактически пользы не приносит. Он начинает выделять вещества, которые вредны даже для наших саженцев. Там сероводород, аммиак может выделять. Там нет воздуха, там нет доступа воздуха туда, поэтому вносить свежий навоз ни в коем случае не стоит. Только вот такой перепревший. Почему нельзя злоупотреблять минеральными веществами? Многие сыпят без меры. Дело в том, что избыток минеральных всяких удобрений приводит к тому, что не могут там выжить всякие полезные микроорганизмы, в том числе дождевые черви, которые как раз необходимы для того, чтобы эту почву делать рыхлой, делать питательной, для того, чтобы саженец хорошо приживался. Вот. Ну а теперь, собственно, давайте перейдем непосредственно к заполнению этой самой ямы. Итак, на дно ямы я высыпаю 2 ведра перепревшего навоза. — 20 литров. Добавляем минеральное удобрение. Первое удобрение – это суперфосфат. Ну, все знают, фосфорное удобрение, очень полезная, нужная вещь. Сколько? Приблизительно 200-300 грамм на вот такую яму. Пару вот таких жмений. Еще одно удобрение, которое я буду использовать, называется оно калий-магнезия. Дело в том, что почва у меня, я повторюсь, я рассказываю про свой участок, она песчаная, соответственно, она бедна калием и бедна магнием. Калий-магнезия – это природное удобрение, которое отлично будет справляться с этим. Помимо того, что здесь калий и магний, здесь сера есть, кальций, медь, цинк, ну и прочие вещества. То же самое, примерно 200-300 грамм. Пакетики килограммовые, в принципе, отмерять достаточно просто. А теперь берем лопату и засыпаем вот эту вот вытащенную из этой ямы землю сюда и тщательно-тщательно перемешиваем. Но засыпаем не всю яму, а примерно ее половину, оставляя незасыпанные сантиметров где-то 20-25. Мы создаем, собственно говоря, тот слой, в котором будут развиваться корни саженца, но тогда, когда они уже нарастут, когда у саженца появятся эти самые корни. Ну вот, заполнили нижнюю часть ямы такой плодородной питательной смесью, а верхние сантиметров 20-25 мы заполняем вот этой неплодородной землей. Эта земля неплодородная, но самое главное, она рыхлая. Мы ее взрыхлили, да, разбили на мелочь ее. И именно в такой земле первые корни нашего саженца будут развиваться лучше всего. Мы не перемешиваем ее с нижней частью. Просто засыпаем сверху. Ну вот, посадочная яма первая готова. Видите, даже холмик такой получился небольшой. Вот сейчас это все будет оседать и уплотняться. Затем верхнюю часть сделаю небольшое углубление, поставлю саженец и присыплю опять же вот этой неплодородной, но рыхлой землей. Итак, давайте в заключение как бы вспомним все основные правила. Первое правило. Посадочную яму готовим заранее, хотя бы за месяц до непосредственно посадки.
Сажать саженец будем в верхнюю часть ямы посадочной, где у нас рыхлый, но не плодородный грунт. В течение первого года, при условии хорошего ухода, правильного полива регулярного, ваш саженец начнет наращивать корни. Примерно через год его корни уже могут выйти из этого неплодородного слоя и попасть в слой питательный, который мы создали, добавив туда перепревший навоз и минеральные удобрения. Весь второй год ваш саженец будет развиваться в этом плодородном слое, у него должна активно нарастать крона и активно нарастать корни, опять же при условии поливов, регулярных поливов, особенно в нашем жарком засушливом климате. Самое интересное произойдет потом, в конце второго года. Вот у многих вызовет это сомнение, скажут, ведь он развивался в плодородном грунте, а зачем ему потом за пределы ямы выходить? На самом деле яма – это земля. Да, она там уплотненная, да, она там бедная, но тем не менее она пористая и рыхлая. И вот эти минеральные вещества, которые мы добавили, да, этот самый перегной, постепенно с поливами, с осадками, с какими-то, будет проникать вот в эти поры. Делать края этой ямы тоже более-менее плодородными. Да, это плодородие, естественно, будет убывать от эпицентра ямы туда к краям. Но тем не менее, корни все равно какое-то время еще будут получать питание и проникая за пределы этой ямы. Но таким образом они постепенно будут привыкать жить вот в той бедной песчаной почве, которая у меня на участке. Доказательства. Да вот деревьев тут куча больших, отлично плодоносящих, корни которых явно уже на такой глубине, что наши поливы и наши удобрения им абсолютно не нужны. 3 года. 3 года я отвожу саженцу на то, чтобы он перешел на полное самообеспечение и начал обходиться без моих поливов и без моих удобрений. Ну, разве что иногда. Удобрять можно по листьям, поливать, ну, наверное, там в моем засушливом климате, может быть, изредка иногда придется. Ну вот, у меня на сегодня все. Смотрите видео, подписывайтесь на канал, заходите на мою страничку на Фейсбуке «Сад. Ежедневный уход». Наблюдайте, анализируйте, думайте, принимайте правильные решения, именно исходя из условий вашего участка. А я пойду, мне еще несколько ям нужно заполнить. Завтра дождик обещают, как раз кстати. Всего доброго.